Привет, друзья! Это кухня наизнанку. Я не люблю выбрасывать еду. И сегодня покажу, что я делаю с продуктами, чтобы они не попали в мусорное ведро, если вдруг мы не успеваем их съесть. Конечно, расскажу, как я их потом использую. Вот такое у вас часто бывает? Отрезаешь половину лимона, а вторую потом находишь через неделю где-нибудь на верхней полочке в холодильнике. Вот в таком виде. Поэтому, если я замечаю, что лимоном никто не интересуется, я снимаю с него цедру с помощью терки. Потом эту цедру складываю в небольшую емкость и вот так замораживаю. Затем выдавливаю из лимона сок. Косточки все, конечно, убираю. А сок разливаю в формочки для льда. Замороженный сок мы добавляем в чай, в коктейли, соусы и маринады, а летом бросаем ледяные кубики в стакан с водой, это отлично утоляет жажду. Ну и, конечно, и сок, и цедру я добавляю в выпечку, когда мне нужно. Очень удобно. Но бывает так, что и выпечка остается. Вот эти два кусочка уже никто не хочет есть. Поэтому нарезаю их на вот такие ломтики и выкладываю в пластиковый контейнер. Точно так же поступаю и со вторым кусочком. Накрываю контейнер крышкой и убираю в морозильную камеру. Размораживаю на полочке в холодильнике. Вкусовые качества вообще не меняются. Так я замораживаю любые кексы и дрожжевую выпечку, пирожные и даже торты. И хлеб, конечно, тоже отлично хранится в морозильной камере. Можно заморозить вот так целым куском, а потом разогреть в духовке при 50 градусах. Но я обычно нарезаю на тонкие ломтики и складываю в контейнер. Здесь у меня бездрожжевой хлеб и обычный батон. Замораживаю, и когда нужно, достаю из контейнера. Через несколько минут хлеб уже можно есть. Или добавить в котлеты, например. Или десерт приготовить со сметанкой. Если не пробовали, посмотрите несколько рецептов из хлеба по ссылочке в описании. Можно хлеб натереть на крупной терке и заморозить. Такую хлебную крошку я также часто использую для котлет и запеканок. Или можно выложить на противень, подсушить в духовке и использовать для панировки. Очень часто для выпечки используются яичные желтки, а белки остаются. Я их также замораживаю. Просто переливаю в контейнер и в морозилку. После разморозки можно использовать как обычно – в запеканке, в выпечку или приготовить безе. Белки после разморозки, как мне кажется, даже лучше взбиваются. Безе получается как из обычных белков. Очень вкусное и хрустящее. Еще кроме мяса я храню в морозилке перец, много перца. А вот это очень кислые сливы. Мы не могли их есть, настолько они кислые, но в компоте очень вкусно. Если хватает места, я храню в морозилке и сушеные фрукты, чтобы моль не завелась. Здесь у меня яблоки, которые я еще осенью высушила. В этом контейнере у меня разная зелень. Вот тут шампиньоны. Хотели пропасть, но я им не дала. Времени нарезать, правда, не было, поэтому целыми заморозила. Найду, куда добавить. Можно в суп или с картошечкой протушить. Вот здесь у меня кусочек запеченной грудинки. Я недавно делилась рецептом. Здесь вяленые помидорчики. Добавляю их во многие блюда. Это у меня вяленые баклажаны. Это тоже, только с кожицей. Они такие ароматные. С ними я как раз готовлю жареную картошку, рецепт которой тоже многим понравился. Но можно и в супы, и в соусы разные добавлять. А это вяленые кабачки для зимнего овощного рагу. Вот яичные белки, о которых я уже рассказала. А это наша любимая икра из моркови и селедки. Очень вкусно на бутерброды. Я обычно сразу много готовлю и часть замораживаю, потому что очень вкусно. Многие уже попробовали и со мной согласятся. А это у меня заготовочка для бисквита. Яйца взбитые с сахаром. Нет, специально я, конечно, не делаю такие заготовки. Просто спасала продукты. Начала готовить праздничный тортик, но закончить не получилось. Мальчики взяли билеты в кино. Поэтому я быстренько перелила эту смесь в контейнер и заморозила. А здесь была похожая история. Нас пригласили в гости, и я успела слепить только 5 пельменей, поэтому заморозила и тесто, и пельмени. Когда-нибудь закончу. Тесто для пельменей, кстати, замораживаю часто, если остается. После разморозки оно как будто только приготовленное.
Размораживаю также на полочке в холодильнике. Еще и замораживаю картофель. Бывает, что нужно уехать, а везти с собой остатки картофеля не совсем удобно. Но не выбрасывать же. Поэтому нарезаю на вот такие брусочки. Хорошо промываю в воде, выкладываю на чистое полотенце, просушиваю и отправляю в пластиковый контейнер подходящего размера. Замораживаю. А когда захочется картофеля фри, достаю заготовочку из морозильной камеры, выкладываю в миску, добавляю столовую ложку масла со специями, перемешиваю и готовлю в аэрогриле. Получается очень вкусная ароматная картошечка с хрустящей корочкой и мягкой серединкой. И очень быстро. Удобно, когда нужно что-то срочно приготовить. А еще я делаю вот такие наборы для пиццы. Все, что остается, нарезаю и выкладываю на пластиковые тарелочки. Сегодня у меня здесь ветчина, грибы, перец, помидоры, сыр моцарелла и маслины. Твердый сыр я натираю на терке и складываю в пакет. И вот так замораживаю. Тарелки затягиваю пленкой. Много места они не занимают и очень удобно потом использовать. Открываю свою морозилочку и укладываю тарелки с нарезкой и сыр. Точно так же делаю заготовки для омлетов. Только все нарезаю на небольшие кубики. Тоже все, что остается. Сыр, колбаса любая, мясо, маслины, помидоры и перец. Иногда добавляю такие заготовочки в тесто для оладий. Получается оладьи в стиле пицца. Очень вкусно. А что делать, если остался огурец? Не замораживать же? А почему нет? Я замораживаю. Натираю огурец на терке и выкладываю в контейнер. Потом размораживаю на полочке в холодильнике, немного отжимаю и добавляю в разные соусы. Запах, как у только что натертого свежего огурчика. Я иногда даже летом специально делаю такие заготовочки. Рецептов соусов с огурцами очень много, поэтому такие огурцы редко остаются до весны. И вообще, я замораживаю практически все. Хорошо, что моя морозилка позволяет это делать. У меня вот такой морозильный ларец компании Фростер. Остатки каш, молоко, любые овощи и фрукты, зелень, бульоны и еще много-много всего. Тут самое главное, чтобы электричество не отключили. Как я уже говорила, мы часто уезжаем, но никогда у меня продукты не пропадают. Молоко замораживаю прямо вот так, в пластиковой бутылке. После разморозки самое обычное молоко. Можно добавить в тесто, сварить кашу или просто выпить с кусочком свежего хлеба. Кефир. Точно так же. Замораживаю. В пакете или в пластиковой бутылке. Потом просто обрезаю дно и выкладываю замороженный кефир в сито, застеленное марлей. Через несколько часов получаю вкуснейший домашний творожок. Да и сам творог я тоже замораживаю, если остается. После разморозки можно приготовить сырники или добавить в любую выпечку. Вкус творога совершенно не меняется. Теперь овощи. Капусту нарезаю тонкой соломкой, складываю в пакет, выдавливаю из пакета воздух и завязываю. Такую капусту потом можно протушить, добавить в борщ, приготовить капустный пирог или начинку для пирожков. Частенько остается вот так: половинка моркови и кусочек лука. Точно так же нарезаю мелко лук, морковь натираю на терке, все вместе выкладываю в пакет и замораживаю. Потом можно поджарить, даже не размораживая предварительно, и добавить в суп или любое другое блюдо, где нужны по рецепту обжаренные овощи. Сельдерей. Точно так же. Мою, просушиваю, нарезаю и точно так же в пакет и в морозилку. Потом добавляю такой сельдерей в любые супы, бульоны и соусы. А еще бывает такое, что остается много отварной свеклы. Ее тоже можно заморозить. Иногда перед праздниками я даже специально делаю такие заготовочки, чтобы сэкономить время. Отваренную или запеченную свеклу нарезаю на небольшие кубики или натираю на терке. Я обычно делаю и то, и другое. Выкладываю в пластиковые контейнеры, накрываю и убираю в морозильную камеру. А когда мне нужно приготовить салат со свеклой, достаю, размораживаю и добавляю в блюдо.
можно приготовить икру из такой свеклы. Быстро и вкусно. Также для салатов и для своей любимой икры я и селедку замораживаю. Чищу, убираю все кости и нарезаю мелко. Потом выкладываю на тарелочку и в морозилку. Размораживать долго не приходится, 10-15 минут, и селедку можно добавлять в блюдо. Очень удобно. И селедка уже точно никогда не пропадет. Часто перед праздниками у меня остается бульон. Отвариваю мясо для салата, а суп сварить некогда. Но в моей морозилке места много, поэтому бульон я замораживаю. А когда захочется супчика, размораживаю и готовлю. Часто такой бульон добавляю и в другие блюда, например, в каши или соусы. Да, и каши бывает остаются. Они тоже вполне съедобные после разморозки. Из гречневой каши можно приготовить вкусные тефтели или перемолоть и добавить в котлеты. Перловку добавляю в супы. Очень удобно, не нужно долго варить. Раз-два и готов рассольничек. А рис можно и в салаты, и в тефтели, и в запеканки. После разморозки он ничуть не хуже. Точно так же замораживаю горох. Выкладываю в пластиковый контейнер, и у меня всегда есть заготовочка для быстрого супчика или пирожков. И фасоль отварную тоже замораживаю. И тоже очень удобно. Можно разложить в порционные пакетики или заморозить в большом контейнере. Куда потом использовать такую фасоль, думаю, даже рассказывать не стоит. Я ее везде добавляю. В супы, борщи, мясные овощные блюда, салаты и в разные начинки. В общем, фасоль в моей морозильной камере есть всегда. А что делать, если осталась томатная паста? Я думаю, вы уже поняли, что я делаю. Делю на небольшие порции и замораживаю, конечно. В такую емкость помещается примерно 2 столовых ложки томатной пасты. Это очень удобно. Потом по одной достаю и добавляю, куда мне нужно. Вот такие аккуратненькие порции получаются. Точно так же делю на порции красную икру. Младшенький наш ее обожает, поэтому покупаем сразу много и вот так порционно замораживаем. А что делать, если остались бананы? После разморозки их, конечно, не съешь просто так. Но я и их замораживаю. Нарезаю на кусочки, тарелку смазываю маслом немного и выкладываю вот так. Потом бросаю замороженные бананы в блендер, добавляю сливки, и получается вкуснейшее мороженое. И если вы один раз попробуете, то будете замораживать бананы специально для этого блюда. Но и это еще не все. Я рассказывала уже, как я храню зелень. Смотрите по ссылочке в описании. Вот этот букетик стоит уже 3-ю неделю. Но я уже вижу, что срочно нужно спасать. Поэтому отрываю листочки, которые еще можно использовать, и буду их замораживать. То, что осталось еще зелененькое, можно сохранить. А вот от укропа мало что осталось, но выбрать можно. Выбрасывать жалко. Вот такая кучка получилась. Нарезаю. И еще у меня здесь немного зеленого лука. Тоже нарезаю и все вместе перекладываю в небольшую емкость для заморозки. Потом и использовать очень удобно. Открыл, взял сколько нужно, остальное снова в морозилку. А еще можно сделать укропное масло. Нарезаю зелень, соединяю с размягченным маслом, добавляю лимонную цедру и черный перец. Перемешиваю, выкладываю на фольгу, заворачиваю и так храню в морозилке 2-3 месяца. Такое масло я подаю к макаронам, картошечке, добавляю в каши, запеканки, котлеты, супы, или просто мы едим его вот так вот с хлебом. В общем, пустой моя морозилка, как вы поняли, не бывает. Сейчас она у меня немного опустела, но скоро лето, и в ней снова не останется места для мяса. Мы очень любим замороженные ягоды, особенно малину, черную смородину и вишню. В сезон очень много замораживаем. Потом я добавляю ее и в компоты, и в выпечку разную, и просто так едим, очень вкусно. Надеюсь, я сегодня вас не очень утомила. Жду ваши отзывы. Если вам понравились мои идеи, оставьте комментарий, начиная его со слов
было интересно или мне понравилось. Мне будет очень приятно. Поделитесь своими идеями, как вы используете морозилку. И, конечно, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Впереди еще много всего интересного. А нас уже миллион. Ура!